Дорогие друзья, позади меня находится торговый центр, где сегодня проходит выставка «Мир Гарри Поттера». Сейчас очень много снега, метель, но погода благоприятная. Но все, дорогие друзья, мы отправляемся в Хогвартс. Добрый день, дорогие волшебники! Сегодня я, ваш экскурсовод Вероника. Я вам предлагаю начать наше путешествие. Давайте за мной. Это дом тети и дяди Гарри Поттера. Они были маглами. Вы же знаете, кто такие маглы? Да! Маглы – это те люди, которые не имеют магических способностей. И как раз таки тетя и дядя являлись такими. И когда к Гарри Поттеру пришло письмо из Хогвартса от сов, дядя очень разозлился и сжег его. И совы решили ему отомстить, и абсолютно весь дом закидали письмами. И все-таки, как мы знаем, он смог прочитать письмо. Это платформа 9,75. Она находится в Кингскрасе в Лондоне. Отсюда отправляется поезд Хогвартс-экспресс. И волшебники должны были взять вот так вот свою тележку со всеми своими чемоданами, возможно, даже с каким-то животным, и со всей силы разбежаться прямо в стену между 9 и 10 платформой. Все правильно. А кто он такой? Завхоз. Да, все правильно. Он хранитель ключей Хогвартс. И тут даже представлены его ботинки в натуральном размере. Вот можете, не знаю, сверить со своими, посмотреть, какие они огромные. У него был младший брат по имени Грох, и Хагрид очень долго и усердно пытался научить его английскому языку, но, к сожалению, ни одна из попыток не увенчалась успехом, и поэтому его младший брат поселился в запретном лесу. Хагрид же тоже учился в Хогвартсе, но его исключили и сломали волшебную палочку, а ее кончик он запечатал вот в этот розовый зонтик. Это домашний эльф по имени Добби, и он очень долго служил семейству Малфой. И они не хотели никак его отпускать. Они думали, что домашние эльфы должны прислуживать. Но Гарри Поттер как-то решил эту проблему. Освободить домашнего эльфа можно было, если дать ему кусок своей одежды. И вот, Гарри Поттер это сделал. И теперь Добби целая большая коллекция носков. Посмотрите, какой он радостный, какой счастливый. Вот, мы сейчас находимся в лавке Оливандера, где абсолютно каждый волшебник мог купить себе волшебную палочку. И, мы-то с вами знаем, что не волшебник вообще-то ее выбирает, а палочка сама выбирает волшебника. Кто же у нас самый смелый и хочет самый первый попробовать поколдовать? Я. Ну, вот, уже волшебную палочку взяли? Ага. Что, готовы переходить дальше? Да. Давайте, ведь у нас тут банк Гринготтс. И он нас в честь вот этого главного гоблина. Возможно, да, подойти поближе, посмотреть на него, какой он страшный. Но, пожалуйста, аккуратней. Ведь гоблины не только очень-очень умные, но еще и не самые дружелюбные. Это надо помнить. И, кстати, в этом банке хранили деньги абсолютно все. И добрые, и злые волшебники. Это был единственный банк, и у волшебников особо-то не было выбора, куда еще можно положить свои монеты. И это у нас очки факультетов. Есть 4 факультета: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. В Гриффиндоре самые храбрые и отважные, а в Слизерине самые хитрые. В Когтевране самые находчивые, остроумные. Ну и, конечно, отличники. Пуффендуй самые ответственные, трудолюбивые и добрые. И вот мы уже совсем рядом с распределительной шляпой. И кто рискнет? Ой-ой-ой-ой-ой. Самые хитрые. Ум, мудрость, остроумие и творчество. Ну, конечно,
как Еврам. Самые творческие и мудрые. Кабинет Альбуса Дамблдора. Он директор школы Хогвартс. И он один из самых мудрых и умных волшебников. И тут у нас очень много всего интересного представлено. Например, это кто? Феникс. Это птица Феникс. А тут у нас Кубок огня. все правильно. И там у нас даже есть омут памяти, в который, по секрету, вы можете заглянуть, и, возможно, может быть, вы видите воспоминания Альбуса Дамблдора. А также у нас тут есть магическая книга. Вот вы можете присесть в его кресло и немножко почитать. Это кабинет Долорес Амбридж. К сожалению, Альбуса Дамблдора убрали с поста директора школы после того, как пошел слух, что он готовит сговор вместе с своими учениками против Министерства магии. И вместо него поставили Долорес Амбридж. Но, конечно, несмотря на все это, она оказалась не такой милой личностью, как представлялось. И за все время, пока она была директором, она ввела более 100 запретов. Ученикам запрещалось летать на метлах вне занятий по квиддичу, запрещалось колдовать вне уроков. И даже мальчикам и девочкам запрещалось находиться вместе меньше, чем на расстоянии 15 сантиметров. Но, конечно, это ужас. Ну как это такое? И Гарри Поттер придумал, как же ее свергнуть. Он тоже пустил слух, то, что готовит оружие против нее в запретном лесу. И, конечно, она туда пошла. А там очень-очень-очень злые кентавры. Ведь она вводила запреты и против них. И они ее схватили. И после этого на пост директора снова поставили Альбуса Дамблдора. Вот, может тоже немножко посмотреть в кабинет. Вот, тут можно камню взять. Она не настоящая. Она интересная. Ну все, давайте дальше. Тут у нас это кусающиеся книги. Вот можете поближе к ним посмотреть. Главное, пальцы туда не сувать, ведь они в любой момент могут проснуться, а они очень-очень сильно кусаются. Вот, посмотрите на их зубки, на их глазки, какие они страшные. Они двигаются. Они сейчас спят. Кстати, вы знаете, как можно успокоить чудовищные книги? Да, по корешку ее погладить. Да, все правильно, погладить по корешку. Но пока они у нас спят. Зеркало желаний показывает самые-самые истинные и скрытые желания человека, его души. А Альбус Дамблдор говорил, что если человек туда посмотрит и не заметит никаких отличий от любого другого зеркала, то значит он совершенно счастливый. Что, видите какие-то изменения? Ну, у меня философская. Ну, значит, вы очень счастливы. Что, видите отличия? Да нет. Ну, значит, вы абсолютно счастливы. И я предлагаю вам пройти на урок по травологии от мадам Сельди. Так, неаккуратненько, не трогаем. И тут у нас корень мандрагоры, который известен тем, что он очень-очень сильно кричит. 6. Поэтому я советую вам вот так вот надеть наушники сзади, вот как я показываю. Вот так. Вот так всем будет удобно. И кто самый смелый, может попробовать приподнять. Сзади надевается вот так. Так, да? Да. Это волшебная кухня Молли Уизли. Это мать семейства Уизли. И у них целых 7 детей. И, конечно, раз вся эта семья волшебников, то и кухня у них не простая, как мы видим, а заколдованная. Посуда моется сама, кушать готовится само. Все нарезается, и даже вязание происходит само по себе. Немножко поговорим про тюрьму Азкабан. Это самая охраняемая тюрьма. И она охраняется вот такими существами. Это дементоры. Несмотря на то, что это самая охраняемая тюрьма, из нее практически невозможно сбежать, все-таки двоим это удалось. Да, все верно, это удалось Сириусу Блэку, это крестный Гарри Поттера, и Белатрисе Лейнстрендж. Знаете, как Сириус Блэк сбежал? Он был анимагом, он умел превращаться в животное, в собаку.
А дементоры чувствуют только душу человека. И вот так вот он смог сбежать. Просто перевоплотившись, они не успели никак среагировать и почувствовать. А с Белатрисой Лестрейдж все получилось чуточку проще. За ней пришли вот такие пожиратели смерти, разгромили часть тюрьмы и утащили ее с собой. Это Волан-де-Морт. И, кстати, он тоже обучался в школе Хогвартса, но он очень-очень сильно захотел бессмертия, но его предупреждали, что это темная магия, и даже если он попробует, то пути назад не будет. Но, как мы видим по нему, он это сделал. И он разделил свою душу на 7 частей, создал 7 крестражей, которые ее охраняли. И именно поэтому он мог постоянно оживать. И вот мы можем посмотреть, ну как он выглядит, все понятно. Капец, он огромный. Ага. Знаете, кто у нас сидит в этом сундучке? Крестраж. Пойманный крестраж. Паук. Богарт. Там сидит Богарт. Богарт умеет превращаться в ваш самый сильный страх. Я вспомнила. И, например, когда Рон Уизли с ним встретился, Рон Уизли очень боялся пауков. И для того, чтобы его остановить, ему пришлось представить пауков в каком-то смешном виде. И он представил их на роликах. Это у нас камин-телефон. Гарри туда подбрасывал летучий порох. И обязательно четко нужно говорить место, в которое вы хотите попасть. Я вам предлагаю, ну, у нас камин посовременнее, летучего пороха не нужно. Я вам предлагаю зайти туда и сказать «Поле для квиддича», и вы там окажетесь. Поле для квиддича. Я являюсь фанатом уже 6 лет. Я перечитала все книги и каждый год пересматриваю фильмы. И такая выставка в Ижевске — это что-то новенькое. И тут, правда, очень классно, очень крутые декорации, крутые мастер-классы, крутые актеры. Очень, очень здорово. И для детишек, и для взрослых это прям что-то новенькое. Ну, я бы сказал, что место для того, чтобы провести свое время, погулять с ребенком, с подругой, с друзьями, довольно очень хорошее место. Есть чем заняться, вот. Хорошее место, очень интересно, да. Нам очень понравилось. Wingardium Leviosa. Поздравляю вас с Новым годом от всего Хогвартса и желаю вам, чтобы каждый ваш день был наполнен волшебством и чудесами. С Новым годом!